Царь Соломон встречает царицу Савскую, одна из моих любимых готических скульптурных групп. Посмотрим на северный фасад Шартрского собора, созданный около 1210 года. Он оформляет крыло масштабного трансепта и вводит в хор, рассчитанный, видимо, на прием большого количества клириков для торжественных богослужений. В соборе почитался и почитается хитон Девы Марии, реликвия совершенно особого значения. Она чудесным образом уцелела во время страшного пожара 1194 года, послужившего отправной точкой для создания шедевра готической архитектуры, пластики и стеклянной живописи. Скорее всего, большое градостроительное значение имело и пространство вокруг здания, в том числе северная сторона. Трансепт украсили масштабным трехпролетным портиком с боковыми проходами. Здесь могли спокойно проходить и собираться довольно большие группы людей, примерно как в Сантьяго де Компостела с его портиком славы, созданным 20 годами раньше. Под портиком расположены 3 портала, прославляющие, что логично, Деву Марию. Центральный тимпан повествует об успении и вознесении Девы в нижнем регистре, являя ее коронацию в центральной композиции. Трюмо между 2 дверями украшает монументальная фигура святой Анны, Матери Марии. Слева мы видим начало ее миссии – Благовещение, Рождество, сон и поклонение волхвов, пробуждение пастухов, которым тоже предстоит поклониться младенцу. Справа, и это может показаться странным, Иов на гноище в тимпане, суд Соломона под ним, несколько ветхозаветных историй об Исфире, Юдифе, Самсоне и Гидеоне. Откосы порталов, согласно традиции, украшены множеством фигур святых и ветхозаветных персонажей, вовсе не все из которых поддаются сегодня однозначной расшифровке. Время, к сожалению, уничтожило раскраску и надписи на филактериях. Но общий смысл, конечно, прочитывается. И все же, почему Иов с его страданиями? Почему его страдания визуально сопоставляются с судом Соломона? Книга Иова имела исключительное значение для формирования христианской морали. Ее подробный комментарий создан около 600 года папой Григорием Великим, одним из 4 отцов церкви. И он имелся во всех приличных библиотеках, в том числе, конечно, и в Шартере. Иов воспринимался как один из исторических предвестников Иисуса, в том плане, что он выдержал все посланные ему промыслом испытания, все несправедливые, на взгляд простого человека, мытарства, и стяжал у Бога великую благодать. Соломон же был фигурой намного более амбивалентной, причем уже в иудаизме, в фольклоре и богословии мусульман, в средневековом христианстве. Он резонно считался автором сразу нескольких богодухновенных текстов, нескольких жанров – поэтических, мудрых, афористических. Он был великим царем Израиля в период его легендарного величия в X веке до нашей эры. В 3 главе 3 книги Царств, перед тем, как взяться за строительство храма, Соломон видит сон, где он ведет диалог со Всевышним, и во сне получает его поддержку и всю славу, потому что попросил для себя не богатств, власти и смерти врагов, но мудрость для того, чтобы верно судить добро и зло. В той же главе рассказывается о том самом суде, который здесь изображен, вокруг спора 2 женщин о младенце. Шокирующий своей простотой и неожиданностью суд впервые являет иудеям нечеловеческую мудрость их царя. Христиане же видели в этой истории, с одной стороны, предвестие мудрого суда Христа, с другой – образец для подражания для всех земных властителей, духовных и светских. Это очень важно. Но та же книга Царств не скрывает, что на старости лет Соломон, что называется, сдал, взял иностранных наложниц, предался их культам, видимо, чтобы ублажить юниц, и умер в страшном грехе идолопоклонства без покаяния. Капища остались стоять до времени праведного царя Иосии. А христианское Средневековье, приписывая Соломону вовсе не только богодухновенные тексты, но и всякую магию, так и не решило, помещать ли его в рай или в ад, в отличие от его тоже грешного, но раскаявшегося отца, царя Давида. Помещение 2 известных, но разных по богословскому смыслу сцен в непосредственной близости было смелым, довольно оригинальным решением. Мы должны понимать, что правый портал воспринимался как отдельное послание
и в рамках всего цикла, то есть 3 порталов, прославляющих Марию. Мария же, в свою очередь, воспринималась как воплощение церкви, всей христианской церкви, как вероучительного института, как института власти и как общины верующих. Это значит, что образ страдания и образ справедливого, мудрого суда входили в сложные символические связи между Богоматерью, церковью в целом, конкретной церковью Шартра в частности. Все это мы видим на этом большом портальном комплексе. Но и это не все. Посмотрим на группу, украшающую откос нашего портала. Перед нами исполненные достоинства Соломон и царица Савская, владычица Сабейского царства в районе нынешнего Йемена, если верить 10 главе той же 3 книги царств, явилась к Соломону, чтобы одновременно и почтить его, и испытать его каверзными вопросами. На откосе они не смотрят друг на друга, но их неразрывная связь подчеркивается и взглядом стоящего рядом Валаама, и одинаковым жестом правой у царицы и левой у царя рук, поддерживающих за тесьму плащи. В искусстве того времени это жест благородного статуса такого, да? Оба приоткрыли рты, готовые начать беседу. Но совершенно очевидно, что с речью все же обращается царица, подчеркивая субординацию. Она пришла. Царь держит в правой руке скипетр, царица левой рукой придерживает платье, давая волю, и это уже важно, шагу. Царь внимает, смотрит вдаль, прозирает и тоже выступает вперед. Следя за складками одежды, значение которых для анализа средневековой пластики особенно важно, потому что мы должны учитывать долгое неприятие наготы, мы замечаем, что царица обладает стройным станом, невысокой грудью, что подчеркнуто ремнем, стягивающим платье на талии. Мы понимаем также, что перед нами статуи, уже учитывающие законы классического контрапоста. Складки, заметно изгибающиеся на груди царя, подсказывают, что правое его плечо отставлено назад, а опирается он на правую ногу. Левое колено царицы выставлено как бы навстречу правому колену Соломона, подсказывая нам, что они идут нога в ногу. Этот мотив настолько очевиден, что напрашивается, безусловно, анахронистическая аналогия с каким-нибудь Гармозием и Аристогетоном, к которым, в свою очередь, восходят рабочие колхозницы на московской ВДНХ. При всем анахронизме эти сопоставления не совсем бессмысленны. Представим себе на минуту, что шартерский скульптор поменял бы развороты фигур, их опорные ноги. Единство группы тут же бы рассыпалось, а гости и хозяин пошли бы каждый своим путем. Полный бред. Теперь представим себе, что типологическое мышление христианина 1200 года видело в Соломоне Христа, а в царице – церковь. Сравним эту группу со статуями-колоннами северного портала западного фасада того же собора, созданными в 1150 году. Мы вправе констатировать, если, конечно, мое предположение верно, что безымянный шартерский мастер поколения 1200 года разглядел нечто главное, поликлетовское в доступных ему образцах античной и, возможно, византийской пластики. Использовал эту находку для придания символического нюанса всему порталу. Следует учесть, что он сделал это первым в истории европейской пластики, что перед нами первый контрапост после античности. Находку подхватили и развили затем в Реймсе, Париже, на других крупных стройках. Вольфганг Фёге, анализируя фигуру и лицо Соломона, пишет о важности этого факта. Вслед за ним мы убеждаемся, что пустоты в рельефных складках позволяют взгляду почувствовать присутствие под ними тела, что, безусловно, очень важно с точки зрения жизни художественных форм. Для немецкого историка искусства в шартерском Соломоне важны, как он выразился на немецком, «Fülle an lebendiger Anschauung, Reichtum an Psyche». Лишь довольно приблизительно это можно передать по-русски как полнота жизненного облика и психологическое богатство. Кстати, профессиональный язык истории искусства вовсе не всегда переводим. Он претендует на максимально точное физиогномическое описание, одновременно на вчувствование. Но, как и физиогномист XIII века или Лафатер в 1800 году, историк искусства идет дальше и старается разглядеть за складками одежды и за прической душу, точнее, внутренний мир человека, создавшего анализируемый им памятник. Разве не ту же цель преследовал, скажем, Гильом из Сен-Тьерри, когда после подробного описания совершенного тела переходил к не менее подробному описанию души? Разве не низведение этой самой бессмертной души до уровня физиологической функции внутри тела
он критиковал своих оппонентов, называя их пренебрежительно физиками. Так вот, мне кажется, за складками одежды у царя на самом деле может скрываться нечто очень важное как для истории искусства, так и для истории взаимоотношений между двумя заветами, между двумя религиями. Неспроста, как я попытался показать, Соломон и царица Савская идут нога в ногу. Неспроста заказчику и художнику понадобилось это подчеркнуть. В результате парадоксальным образом царица Савская оказывается одновременно и церковью, и Девой Марией, а царь Соломон, умерший во грехе, оказывается символом самого Христа. С вами был Олег Воскобойников. Программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».